Всем привет! В прошлом своем видео я обучала вас, как можно легко связать такие бабушкины квадраты, в центре которых будет у нас цветочек. Вот, и я наплела таких 13 квадратов, не наплела, а навязала, прошу прощения, для того, чтобы сделать сумку, как вот вы увидите дальше на видео. Нам нужно расположить наши квадраты, вот как я сейчас показываю, такая форма сердечка некая, да, и сейчас поверх также накладываем наши квадратики. Их сейчас у нас получается 8 штучек. И еще нужно 7 наложить. Так, как я показываю, у вас могут быть они разные, либо одинаковые. Это не имеет значения вообще. И посмотрите, как дальше будет строиться наша схема. Я загибаю боковые, нижнюю и еще один бок. И вот это как бы наша сумка. Вся ее окантовка. Нам сейчас главное будет это связать или сшить, лучше сшить даже сказать, всю нашу сумочку. И тогда она будет готова, останется только сделать ручки. Сшивать я буду с помощью иглы, которая используется для вязания. Такая вязальная игла пластиковая у меня. Так вот она выглядит. И я беру зеленые нитки, которыми я вязала окантовку квадратов. И начинаем сейчас с центрального нашего квадратика. Мы его по всем ребрам, получается, будем сшивать с остальными. Внимательно сейчас посмотрите, как я провожу нить, за какие петли я беру. Я думаю, здесь будут излишние комментарии, но просто я вот нахожу самую крайнюю петлю, провожу с одного квадрата и с другого. Потом в другом квадрате ввожу опять же в следующую петлю, а вывожу уже в том центральном нашем квадратике. То есть проделываю такое скрепление. Я думаю, что вы легко справитесь. Можно вообще по-своему как-то скрепить. Тут нет никаких правил как таковых. Вот, и нам нужно пройти по всем петелькам вдоль вот этих вот ребер квадратиков. Получается, это центральный квадрат, к нему нужно 4 других квадрата таким вот образом пришить. Пришиваем их, если нить заканчивается, то делаем узелок, внимательно там закрепляем его, чтобы ничего не расходилось, и продолжаем, как бы еще отрезаем нить, продолжаем. У меня в 2 нити все я брала. Вот, нужно сделать это с вот этим одним квадратом и 4 к нему пришить, и то же самое нужно будет и на другой стороне сделать. Тот центральный квадрат и 4 квадрата к нему еще пришить нужно будет. Я думаю, что тут справится любой. Далее нужно будет нам просто как бы собрать эту мозаику, чтобы все получилось в сумку, чтобы все превратилось. Я думаю, что на видео будет все понятно и видно, как это делается. Смотрите, у меня 2 части. Я все сшила. Вот, что нам теперь остается? Вот здесь еще центральную такую пришить как можно поплотнее, потому что это уже верх нашей сумочки. Так что мы должны это понимать, тут учитывать все. Я чуть-чуть посильнее это все сошью. Если вы на другой это тоже не сделали так, то обращаю ваше внимание на это. Можно взять сейчас иголку с ниткой и пришить поближе, потому что, это уже верх сумочки. Главное, чтобы у нас все нормально в ней держалось. Так, а потом мы друг на друга накладываем наши 2 части. Отрезаю сейчас все лишнее, накладываем. И у нас с вами осталось еще 3 квадратика, которые вот так вот мы сгибаем напополам. И нужно пришить их по половинкам, кстати. Получается половинка к одному и ко второму. То есть вот он такой посередине. Оп, и нам нужно пришить его к первой и второй части. То есть он будет соединять. Это будет первый боковой, потом у нас есть второй боковой и есть еще нижний. То есть я думаю, что тут тоже сложно запутаться. Их все нужно просто пришить, чтобы они превратились у нас в нормальную такую сумку, которая будет первая часть, вторая часть, донышко, да, бока, чтобы все было сшито, чтобы не было никаких дырок. Конечно, можно располагать квадраты, на самом деле, как вам вообще в вашей душе захочется,
как вы видите, можно просто квадратами расположить и использовать, например, вот такое вот соединение. То есть пришивать можно таким образом, можно еще крючком также провязывать это все, но мне показалось это довольно долгим, и мне хотелось побыстрее эту сумку сделать. Вот, я решила, что лучше я сошью, все это сделаю, но точно так же еще могу сказать, что, например, 13 квадратов, мне кажется, что это мало слишком, нужно было брать больше. Но зато у меня остались еще лишние, и я решила, что я сошью еще чехол для телефона, ну, либо такая маленькая косметичка будет, я видела в магазинах такие вот, и буду также сошью, там всего нужно 4 квадратика, у меня как раз столько и осталось. Вот, а так мы сшиваем. Вот это занимает такой продолжительный период времени сшивания, но результат потом зато просто фееричный и классный. Нам останется с вами еще сделать ручки. Ручки я, кстати, не вязала, ничего не делала такого. Я ручки решила сделать из макраме. Я просто сделала цепочки квадратными узлами, оранжевый цвет я выбрала, и мне очень сильно понравилось. Вот на видео это будет все видно, а пока что на видео мы просто сшиваем, и вы тоже сшиваете, не запутывайтесь, и все отлично у нас будет. Я взяла хлопковый шнур 4 мм оранжевого цвета. Вот этот первый отрезок я сложила напополам, он у меня метровый, потому как у меня ручка 90 сантиметров. Второй отрезок я взяла в 2,5, мне кажется, раза больше, даже в 3. Возьмите лучше 3 метра, и мы начинаем на него плести цепочку квадратными узлами. Кто совершенно не знаком, да, кто тут только вяжет, то я оставлю ссылку на видео, где я учу плести квадратные узлы и цепочку тем более. Я буду выполнять цепочку до конца, то есть у меня ручки прям длинные, они 90 сантиметров. Если у вас короче ручки, то нить, которую мы сейчас наплетаем, ее возьмите вот в 2,5 раза больше, потому что она будет затрачиваться, а центральную нить ничего она не делает, мы на нее наоборот плетем, поэтому она может иметь размер вашей длины ручки, там 50 сантиметров, например, плюс 10, ну так, про запас, то есть это нужно оставлять обязательно. А так просто продолжаем плести и доходим до того момента, когда нам вот подойдет наша длина ручки. У меня она, правда, очень длинная. И теперь нам нужно соединить ручки. Я вот на одной стороне показываю, как я это сделала и какая, видите, у меня длинная ручка, как я и говорила, как выглядит мое соединение. Сейчас я вам тоже покажу, тут ничего нет такого сверхъестественного. Возможно, вам оно не понравится, вы придумаете свое, я только за. Но берем один из отрезков, который у нас был как бы финальный, когда мы плели нашу цепочку. И сейчас вот у него есть нити, должны остаться. Вот. И я по 2 нити беру и в наш квадратик, там в любые из дырочек боковые, проденьте 2 нити как бы в изнаночную сторону, чтобы они продевались вовнутрь сумки. Вот сбоку продеваю. И сейчас я просто скреплю их, еще раз делая цепочку из квадратных узелков. И они таким образом у меня скрепятся к нашей сумке, к этому квадрату, и будут держаться очень хорошо. Это с одной стороны так я проделываю, с другой стороны я добавлю нить, ну вот этот вот вязаный шнур 4 миллиметра, потому что у нас там по-другому немного выглядит. И уже тоже буду также проплетать, а потом на концах сделаю просто декоративные такие узлы, которые вы тоже сейчас можете увидеть на видео. Нет здесь ничего такого сложного. Мне кажется, все мои мастер-классы, во всех я всегда говорю, нет ничего сложного, просто повторяйте, что я делаю. Комментарии мои излишние, возможно, мне уже стоит переставать озвучивать как-то, не знаю, или просто не знаю, что говорить на видео, но на самом деле, вот когда ты смотришь, пробуешь это делать, не просто смотришь, а именно когда пробуешь, то тогда тебе понимается намного проще. Вот этот декоративный узел, про который я говорила, мы делаем петельку и в него как бы несколько раз прокручиваем другую нить, а потом просто тянем вниз, и у нас получается вот такая штучка. Мне напоминает эта палочка для меда, знаете, такая деревянная есть. Вот, как будто бы мы такое сделали, но весьма красиво, и отрезаем снизу.
Теперь переходим к другому концу. И здесь, смотрите, с помощью крючка я добавляю просто отрезок, он там может 30 сантиметров, где-то 50 максимум. Я добавляю, чтобы сейчас тоже продеть его в квадрат, ну, соединить с нашей сумкой и проделать цепочку из квадратных узлов. То есть это как бы максимально должно быть понятно. Я добавила один, прям вставила в цепочку, и второй в эту петельку уже продеваю. То есть мы будем плетать уже как бы вот эту вот центральную нашу штучку, а эти нити по бокам продеваем и делаем ими же цепочку. Все точно так же повторяется, плетение цепочки, столько же сделайте узелков, можно неравное количество, и на концах также декоративный наш узелок. Вот, после всевозможных махинаций и магических действий сумка наша готова с такими длинными ручками у меня, чтобы можно было, если что, через плечо. Вот, и надеюсь, что у вас тоже она получилась. Подписывайтесь на канал, буду рада лайкам, комментариям, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Я вообще, конечно, про макраме, но иногда можно и вязание, если оно такое крутое, и мне кажется, что это прям стильно сейчас. Если заходили в магазины масс-маркет, то, наверное, видели много чего с узором бабушкин квадрат. Ну и с макраме, естественно, тоже. А тут вообще сочетание, просто комбо. Вот. Желаю вам хорошего лета. Встретимся с вами в новых видео. Всем пока-пока.